Чикагский пожар 1871 года стал одним из самых разрушительных и известных бедствий в истории Соединенных Штатов. Начавшись в октябре, в считанные часы он превратил небо в багровый ад, уничтожив почти 4 квадратных мили города. Огонь бушевал более 30 часов, оставив без крова более 100 тысяч жителей и унеся жизни 300 человек. Всего за пару дней этот катаклизм стер с лица земли более 17 тысяч зданий, оставив после себя апокалиптический ландшафт. Говорят, что виной столь стремительному распространению пламени стали погодные условия. В тот год город страдал от засухи, и ветры из озера Мичиган лишь усилили катастрофу. Но была и другая причина. Чикаго в то время был городом деревянных конструкций, дома, тротуары и даже некоторые дороги были сделаны из дерева. Это значило, что искра могла быстро превратиться в неуправляемый пожар. Методы борьбы с огнем в те времена были далеко не совершенны, что также сыграло свою губительную роль. В результате пожара уцелело лишь несколько зданий, в их числе водонапорная башня и склад, ставшие символами выживания Чикаго. Через несколько дней после трагедии большие толпы людей начали возвращаться в свои разрушенные дома, чтобы как-то возродить жизнь на все еще дымящемся пепелище. Пожарная служба города, чье оборудование было уничтожено в огне, была вынуждена импровизировать. Казалось, что Чикаго был обречен, но город уже тогда имел невероятную способность восстанавливаться. Трагедия стала началом новой эры для Чикаго, когда на его месте начал расти современный мегаполис из камня и стали. Но какой была истинная причина этого разрушительного бедствия и была ли в нем доля преднамеренности? Загадочная ночь. Кто на самом деле был виновником? Когда мы погружаемся в ту роковую ночь, становится ясно, что пожар начался в юго-западном районе Чикаго, известном как район Дековен-стрит. Все говорят о мистической атмосфере, окутывавшей этот осенний вечер. Существуют разные версии о том, что стало искрой, запустившей этот ад. Одна из самых известных историй связана с коровой, которая, как утверждается, опрокинула керосиновую лампу в сарае одной миссис Оллери. Однако многие считают, что это лишь миф. Другие утверждают, что причиной могли стать рабочие, которые небрежно обошлись с огнем. Некоторые даже обвиняют в поджоге ирландских иммигрантов из-за политических разногласий в те трудные времена. В темноте той ночи никто не мог определить точно, где и как все началось. Свидетели вспоминают, что скорость распространения огня была настолько стремительной, что мало кто успевал осознать, где пламя наносило свой следующий удар. Загадочность добавляет и тот факт, что в течение часов до начала пожара город был в необычной тишине. Это зловещее спокойствие только усилило ужасы той ночи. Несмотря на многочисленные расследования, точно установить причину так и не удалось. Несколько местных жителей утверждали, что видели неких подозрительных людей, но их показания так и не привели к конкретным выводам. Пока город охватывал пожар, люди беспомощно наблюдали, как их дома превращаются в пепел. Эта ночь оставила множество вопросов без ответов. Что же стало истинной причиной этой внезапной катастрофы? И неужели это действительно было случайностью или, возможно, чей-то злой умысел стоял за этим? Время покажет. Но пока тайны чикагской трагедии остаются неразгаданными. Миссис Оллери и ее корова – миф или правда? Среди множества историй и слухов о причинах Чикагского пожара 1871 года одно имя всплывает снова и снова – миссис Кэтрин Оллери. Местные легенды утверждают, что все началось с злополучной коровы, которая опрокинула керосиновую лампу в ее сарае. Эта версия так прочно закрепилась в сознании людей, что многие и по сей день считают ее единственной правдой. Но давайте посмотрим на факты. Сразу после пожара местные газеты подхватили эту историю, возможно, в погоне за сенсацией. Миссис Оллери, ирландская иммигрантка, стала идеальным козлом отпущения на фоне политической напряженности и предвзятости того времени. Однако, как позже выяснилось, у этой истории было много нестыковок. Например, вечером катастрофы Оллери утверждала, что была дома и уже спала, когда начался пожар. Несколько соседей подтвердили ее слова, особенно учитывая, что в ту ночь она не пользовалась лампой. Тем не менее, для большинства горожан миф о корове стал символом безалаберности и случайности, которая может привести к трагедии. Но не все так просто. Впоследствии появлялись другие версии. Одна из них утверждала, что во всем виноваты подростки, игравшие в сарае с огнем. Другая — о том, что причиной могли стать рабочие на близлежащих железнодорожных путях. Но ни одна из версий не была подкреплена достаточными доказательствами. В 1909 году журналисты, расследовавшие события той ночи, пришли к выводу, что история с коровой была просто выдумкой. Это признание было запоздалым, горьким утешением для миссис Оллери, которая всю жизнь страдала от обвинений и общественного осуждения.
Тем не менее, правда или миф, этот образ стал неотъемлемой частью городской фольклор, привлекая внимание к нераскрытым тайнам и прочим необычным аспектам этой трагедии. Но что же еще происходило в городе, пока люди обвиняли невинную корову? Шум вокруг других подозрительных событий нарастают. Скрытые герои и забытые жертвы. Когда пламя безжалостно охватывало город, среди жителей Чикаго появились свои герои, чьи имена, увы, остались в тени. Среди них были пожарные, которые без устали боролись с огнем, рискуя своими жизнями, несмотря на изношенное снаряжение и отсутствие современного оборудования. Их отвага позволила спасти от полного уничтожения некоторые районы города. Однако не только профессионалы принимали участие в этой борьбе. Обычные горожане, вооруженные лишь ведрами с водой и одеялами, которые пытались использовать, чтобы сбить пламя, становились героями на несколько мгновений. Страдания тех, кто потерял все в этом огненном водовороте, не должны оставаться забытыми. Среди жертв оказались как состоятельные горожане, так и те, кто едва сводил концы с концами. Взгляды правды и справедливости не щадили ни одного из них, оставляя лишь горстку пепла и воспоминаний. Истории о людях, спасавших своих близких из горящих домов, разносились как шепот по улицам и навсегда остались в сердцах выживших. Среди этих историй выделяется судьба группы детей, которых обнаружили укрывшимися в подвале разрушенного здания. Они чудом выжили благодаря одному смельчаку, который вел их через бушующее море огня. Это был безымянный герой, который лишь мелькнул в хрониках событий, но его подвиг навсегда остался в их памяти. Загадочные события той ночи оставляют за собой множество вопросов не только о причинах пожара, но и о тех, кто остался за рамками официальных отчетов. Кто те герои и жертвы, чьи имена утеряны в шуме времени? Тайны прошлого продолжают вызывать интерес и открывают новые грани событий, показывая, что человеческая доброта и мужество могут сиять даже в самых мрачных часах. Но в чем же истинная сила Чикаго, который смог подняться из пепла и обрети новый лик? Последствия пожара — новый облик Чикаго. После разрушительного пожара 1871 года Чикаго встал перед сложным выбором — оставаться в руинах или восстать и преобразиться. Город выбрал второе, и это решение стало началом величайшей трансформации в его истории. Разрушенные здания и обугленные улицы стали основой для нового строительства, которое превратило Чикаго в символ современного мегаполиса. Архитекторы и инженеры со всего мира устремились в этот город, вдохновленные возможностью построить нечто новое, используя передовые технологии и материалы. Начало поставило строительство первых небоскребов, ставших символами новой эпохи. Первым был дом страхования, построенный в 1885 году. Это здание высотой более 10 этажей стало первым в мире построенным на стальном каркасе, заменившим собой ненадежные деревянные конструкции. Этот подход быстро стал стандартом для всех будущих высотных зданий. Стремление к безопасности привело к введению строгих строительных норм, которые полностью изменили технологию строительства. Отныне здания в Чикаго строились из камня и стали, что исключало возможность повторения трагедии. Пожар также способствовал развитию инженерных решений в области городского планирования и инфраструктуры. Появились первые современные системы водоснабжения и канализации, которые обеспечивали надежное пожаротушение и повышали уровень жизни. Реконструкция улиц стала более продуманной, что позволило улучшить транспортную доступность и способствовало экономическому росту. Рожденный из пепла, Чикаго стал образцом инженерной мысли и футуристических решений, стоящих на передовой с точки зрения архитектуры и урбанистики. Этот город принял вызов судьбы и превратился в символ непреклонной воли к выживанию и развитию. Но что случилось с тайнами и мифами, окутывающими тот огненный водоворот? Они не исчезли вместе с обугленными остатками прежнего Чикаго. Тайны тех событий продолжают вызывать интерес и открывают новые грани истории, в которых скрываются ответы на неразрешенные вопросы. Таинственные свидетельства и противоречивые показания. Пока город, объятый пламенем, погружался во мрак и хаос, начали всплывать рассказы очевидцев, описывающие странные события той роковой ночи. Среди них были показания о загадочных фигурах, замеченных вблизи места возгорания. Некоторые жители сообщали о людях, которые казались незнакомцами, спешно покидавшими район Дековин-стрит незадолго до начала пожара. Эти свидетельства, хотя и не подтвержденные официальными данными, вызвали волну слухов и спекуляций. По мере того, как пламя распространялось, началась паника. Жители рассказывали о том, как группа неизвестных людей, возможно, намеренно разжигала новые очаги. Некоторые утверждали, что видели, как эти подозрительные личности разбивают керосиновые лампы, добавляя масло в огонь. Свидетели вспоминали, что в ночи слышались странные звуки, напоминающие взрывы, которые никто не мог объяснить. Расследования, проведенные после трагедии, натолкнулись на множество противоречий. Показания жителей были разрозненными и зачастую взаимоисключающими, что не позволяло составить полную картину. Однако есть и те, кто утверждает, что все эти несостыковки возникли из-за недоработок в первоначальных протоколах расследования, которые могли быть предвзятыми и неполными.
Интересно, что в последующие годы некоторые из этих свидетельств стали предметом журналистских расследований. Некоторые репортеры теоретизировали, что пожар был намеренно устроен для того, чтобы скрыть другие преступления или стать частью более масштабной игры неожиданных заинтересованных сторон. Этот аспект оставляет ощущение, что какая-то часть правды осталась недосказанной и спрятанной в подлинной сети интриг и противоречивых свидетельств. Но каковы были истинные мотивы, трудно сказать наверняка. Тайные вопросы остаются, поддерживая интерес к этой трагедии и напоминая о том, как мало мы порой знаем о событиях, изменивших историю. Конкуренция и месть. Тайные мотивы поджога. Скрытые за дымкой времени, тайные мотивы Чикагского пожара 1871 года до сих пор остаются предметом множества теорий и догадок. В те годы Чикаго был на пике своего экономического расцвета, и конкуренция между предпринимателями достигла невероятных высот. Среди версий выделяется одна. Пожар мог быть сознательно устроен в целях экономической выгоды. Несколько влиятельных бизнесменов, тесно связанных с недвижимостью, якобы пытались максимально использовать последствия катастрофы в своих интересах. Известно, что к моменту пожара несколько бизнесменов имели серьезные долговые обязательства и рассматривали пожар как возможность избавиться от обременительных активов, чтобы позже восстановить и перепродать их по значительно более высоким ценам. Кроме того, некоторые из конкурентов подозревались в том, что могли использовать пожар как способ устранить своих соперников и занять их место на рынке. Эти подозрения подкрепляются тем, что многие из них стремительно разбогатели в последующие годы, восстановив свои предприятия на развалинах старого города. Такая версия событий объясняет странные несостыковки в показаниях очевидцев и множащиеся слухи о подозрительной активности в ту ночь. Хотя никаких прямых доказательств не существует, это подогревает интерес СМИ и исследователей, пытающихся разгадать истинные мотивы за этими действиями. Вопрос о том, на кого была направлена эта предполагаемая месть или чьей руке было выгодно поджечь город, остается неразгаданным. Увлечение интригами и конкуренцией в бизнесе в то время становились фоном для многих событий, и Чикаго мог стать лишь одной из жертв этой опасной игры. События той ночи, возможно, никогда не будут полностью раскрыты, если только новые свидетельства не всплывут на поверхность. Однако темные тайны остаются на страницах истории, добавляя загадочности к трагедии прошлого и напоминая о том, как жадность и конкуренция порой могут привести к невиданным бедствиям. Артефакты и находки на месте трагедии. После того, как пламя потихоньку угасло и Чикаго погрузился в тишину, на месте трагедии остались не только руины, но и множество артефактов, хранящих в себе загадки прошлого. По мере того, как жители города начали восстанавливать свои жизни, в дымящихся обломках обнаруживались интересные и порой странные находки, проливающие свет на жизнь и быт людей той эпохи. Среди найденных артефактов были такие, как обгоревшие элементы мебели, керамические и стеклянные изделия, которые чудом уцелели в огне. Эти предметы стали частью коллекций музеев, иллюстрируя прошлое города, затронутое огненным катаклизмом. Их исследование помогло понять, как выглядели интерьеры домов и каким был быт жителей того времени. Но были и другие, необычные находки. К примеру, недалеко от эпицентра пожара были обнаружены металлические фрагменты, которые, как выяснили позже историки, могли быть частью механизма или устройства, используемого для работы в промышленности. Что удивительно, были найдены и более мистические элементы. Некоторые из обугленных страниц из библиотек указывали на книги, которые были вне запланированных каталогов. Эти оставшиеся фрагменты содержали странные символы и тексты на незнакомых языках, что породило массу теорий об их происхождении. Другие находки включали в себя личные вещи, такие как украшения и монеты, которые до сих пор хранятся как реликвии, напоминая о людских судьбах, оборвавшихся той роковой ночью. Также были обнаружены несколько загадочных капсул с документами, указывающими на финансовые сделки и контракты, которые никогда не были исполняемы. Некоторые из этих бумаг стали основанием для новых расследований в области экономической деятельности, связанной с пожаром. Эти находки остались предметом изучения и стали настоящими ключами к пониманию не только причин и последствий трагедии, но и культурного наследия Чикаго. Артефакты и находки продолжают удивлять исследователей, постепенно складывая более точный и детальный пазл событий той страшной ночи. Они наполняют страницы истории новыми фактами, создавая богатый контекст, который напоминает, что многие секреты прошлого все еще могут быть раскрыты. Кем бы ни были жители этого города, их история жива в этих находках, продолжающих вдохновлять и удивлять. Но какие еще секреты скрывает этот город? Будущее может принести нам новые открытия и понимание, позволяя лучше постигнуть суть этой трагедии и ее влияние на судьбу Чикаго. Влияние пожара на культуру и архитектуру столицы.
После Чикагского пожара 1871 года город оказался на пороге культурного и архитектурного ренессанса. Эта трагедия стала катализатором для наступления новой эпохи в городской архитектуре и культуре, поскольку разрушенные деревянные строения были заменены прочными каменными и стальными зданиями. Архитекторы со всего мира стекались в Чикаго, привлеченные уникальной возможностью строить с нуля. И именно здесь появились первые в мире небоскребы, ставшие символами нового строительного стиля. Эти высотные здания, как дом страхования, построенные в 1885 году, заложили основы современной архитектуры с остальными каркасами. Новые строительные нормы и правила стали жестче, исключая использование горючих материалов. Такие изменения не только повышали безопасность, но и способствовали культурному возрождению Чикаго. Город быстро стал центром искусства, музыки и театра, привлекая артистов и музыкантов, чьи выступления вдохновляли новое поколение. Пожар также дал толчок для активного развития музеев и образовательных учреждений. Они стали хранителями истории города и культурного наследия, привлекая туристов и исследователей. Такие институции, как Арт-институт Чикаго, сыграли значимую роль в развитии и поддержке новых художественных течений. В Чикаго возникли инновационные общественные пространства, парки и музеи, которые способствовали укреплению культурной идентичности города. Подъем культурной жизни был неразрывно связан с архитектурными инновациями, и вместе они создали уникальную атмосферу, отличающую Чикаго от других мегаполисов. Эти изменения продолжали оказывать влияние и в дальнейшем, формируя облик города на многие десятилетия вперед. Этот непреклонный дух, который помог Чикаго не только выжить, но и процветать после трагедии, стал основой для будущих свершений и оставил неизгладимый след в истории и культуре Соединенных Штатов. Но какие другие события могут пролить свет на культурные и архитектурные изменения в этом неугомонном городе? Возможно, новые открытия ждут нас впереди. Будущее города. Как Чикаго стал сильнее после трагедии, после разрушительного пожара, Чикаго не просто поднялся из пепла. Он стал символом неуемной жажды жизни и способности преодолевать невзгоды. Восстановление города началось незамедлительно, и это стало не просто строительством новых зданий, но и трамплином для его экономического и культурного подъема. Инженеры и архитекторы устремились в Чикаго, увидев в разрушении возможность для создания чего-то совершенно нового. Строительство небоскребов, начатое в 1985 году XIX века, породило уникальный городской пейзаж. Это были первые здания на стальном каркасе, и они быстро стали символами не только архитектурного мастерства, но и устойчивости духа чикагцев. Городской план был переработан в соответствии с новыми строительными нормами, которые впервые начали учитывать безопасность и долговечность. Появились более широкие улицы, новые инженерные коммуникации, а также система общественного транспорта, что сделало Чикаго более удобным для жизни и работы. Восстановление города также привлекло множество инвесторов, что способствовало бурному экономическому развитию. В культурном плане трагедия послужила катализатором для новой волны творчества и инноваций. Чикаго стал культурным центром, привлекая художников, писателей и музыкантов со всего мира. Повышенный интерес к искусству и культуре сделал город местом, где кипела творческая жизнь. А такие инициативы, как Всемирная выставка 1893 года, привнесли камертон инноваций и прогресса в культурную ткань города. Трагедия выработала в чикагцах стойкость и упорство, которые они использовали для создания общества, ориентированного на будущее. Город продолжал развиваться и расти, превращая каждый вызов в очередную возможность для обновления и самосовершенствования. После пожара Чикаго стал не только примером возрождения, но и символом американской мечты, где из пепла разрухи можно построить нечто великое и устойчивое. Секрет стойкости и успеха города заключается в его жителях, которые превратили трагедию в строительные блоки для будущего.